Слава Украине! Привет всем от Полонского. Итоговые новости на сегодняшний день, на 13 мая, друзья мои. Начнем, кстати, не с Украины, потому что сегодня очень много по поводу переговоров рассказывал. Под конец еще расскажу, потому что есть новости по поводу переговоров также. Но начнем с Ближнего Востока, там очень интересное событие. Значит, первое событие, это Трамп находится в Саудовской Аравии, он туда прилетел, очень серьезные переговоры, они там друг с другом ужасно хорошо ладят, как он говорит, с Саудовской Аравией. Вот, так что стоит ожидать, мне кажется, еще снижения цен на нефть. Посмотрим. Но тут есть очень еще интересный момент. После переговоров, длительных переговоров с Саудовской Аравией, а также, скажите мне, с турками, Трамп заявил о полном снятии санкций с Сирии, с нового руководства Сирии. И это, конечно, очень серьезный момент. Вообще там сейчас пытаются разрядить обстановку. Посмотрите, Курдская рабочая партия, или как ее там называют, ПКК, помирилась с Анкарой. Это вообще немыслимо. Они воевали лет 40 или 50 между собой. Вот, а сейчас взяли и помирились. Вот, значит... США снимают санкции с Сирии, давая новому правительству дышать и возможность зарабатывать бабки. Моментально Джулани, это лидер Сирии сегодняшний, предложил построить Трамп Тауэр в Дамаске. Ну не знаю, вообще, ну что интересно в этом всем деле, это реакция Израиля на это все, потому что они Джулани не доверяют и считают его все равно врагом, вспоминая его аль-каидовскую молодость, да? Ведь было, да. И они ему не верят, и сейчас Израиль отхапал еще кусок земли у Сирии, придется все отдавать, да. Придется все отдавать. Вот то, что нахапали сейчас, по крайней мере. Я не говорю за голландские высоты, я говорю то, что они дальше пошли, да. Это надо вернуть. Вот, и, короче говоря, Сирия превращается в эдакого, я не скажу, что вассала, но в такого друга Соединенных Штатов Америки, ну, а другом Турции она является априори. Ну, и в Израиле сейчас, знаете, в такой ситуации, я там знаю, что за ситуация, значит, они сейчас сидят с шампанским, уже, значит, посрывали фольгу и готовятся достать, выбивать пробку, ждут, значит, ждут информации из Газы. Только что израильская авиация атаковала подземный бункер, находящийся в городе Хан-Юнис. Газа это не один город, это несколько городов, лагерей беженцев и так далее, и так далее. Сейчас оно все разрушено, такая цепь руин. Вот. Один из них это Хан-Юнис, есть еще Газа непосредственно, есть еще Рафах и так далее. Там много их всего. Да, так вот, в Хан-Юнисе прямо под местной больницей Хамас вырыл за те деньги, которые дают международные спонсоры, надо же понимать, как они их использовали. Они вырыли там очередной себе схрон гигантский. Вот. Ну, чтобы по ним не лупанули, они это сделали под больницей. Вот. Но израильтяне узнали, где он как находится, сбросили около десятка бомб тяжелых, имеется в виду бетонобойных этих, бункерных. И говорят, что этот подземный схрон превратился в подземный склеп. А в чем там прикол? Значит, по слухам, там как раз проходило совещание генштаба Хамаса. Абсолютно такая же ситуация. Помните, как было с шейхом Насраллой в Бейруте? Когда они тоже выцепили тот момент, когда Насралла и его приближенные находились как раз в бункере, их там всех завалило. Вот, абсолютно такая же ситуация сейчас в Хан-Юнисе, значит, эти находились вроде бы как находились в этом бункере, огромный бункер, разветвленный там, наверное, на километр в длину, вот, и туда залетели с десяток тяжеленных авиабомб весом около, там, не знаю, тонны или больше, вот, из-под земли там поднялись столбы, просела почва, потому что оно все село внутрь, а прикол в том, что там находился брат бывшего главаря Хамаса Синвара, который был ликвидирован, ну, уже месяца 2, наверное, назад или 3. И вот он теперь руководил Хамасом в Газе, его зовут Махмуд Синвар, а тот был Яхья Синвар. Вот, и, ну, вот израильтяне сейчас уже пробки не знают, открывать, не открывать шампанское, значит, потому что вот сейчас узнают, завалило, не завалило, и тогда будут, как говорится, уже принимать окончательное решение. Ну, конечно, работа ювелирная, особенно учитывая тот момент, что, еще раз говорю, львиная часть этого
комплексы находятся под больницей. А если посмотреть видео внизу в описании к данному ролику есть ссылочки, то больница вроде как не пострадала. Не могу гарантировать, но так я посмотрел, значит, вроде бы как нет. Дальше. Американцы вызволили одного очередного заложника у Хамаса. Кого вы думаете? Гражданина Соединенных Штатов Америки, правильно, своего. А израильские так продолжают там находиться у Хамаса. То есть, видите, как Трамп красиво поступает? Он вроде себя выдавал за такого френда и такого дружбана хорошего Израиля. Вот, а сейчас как получилось? Вот он за своего побеспокоился за заложника, да? Вот, и вытянул его, а израильтяне продолжают там сидеть. Ну так, мелочь такая. Да, опять-таки, видите, с Сирии поснимал санкции. А Нетаньяху считает этого Джулани нехорошим человеком. Вот, собственно говоря, вот посмотрите, да, вот так все происходит. То есть, на самом деле, тут вообще большая политика, это такой ЧЧВ, человек человеку волк. Нет там никаких друзей, нет каких-то привязанностей и так далее. Все думали, что Трамп такой уж друг Израиля. Да, он передает им оружие, так он и нам сейчас уже его передает. Вот так. Да, ну не суть важно. Да, друзья мои, теперь возвращаемся к нашим баранам. Кто приедет от России? Вроде как Путин, все над Путиным уже смеются, как он боится, но он патологический трус, это все мы знаем. Путин, скорее всего, все-таки не поедет, хотя Трамп говорит, что есть очень большой шанс. Не то, что он поедет, и переговоры будут просто прекрасными, тогда, если Путин поедет, тогда и Трамп приедет в Стамбул, тогда и Зеленский из Анкары приедет в Стамбул, да, Зеленский в Анкару уехал к Эрдогану. Вот так вот. Ну, посмотрим, пока что видно так, что Путин этого всего боится. Как бы чего не вышло, знаете, за свою шкурку страх у кремлевского этого сидельца, это самый большой страх. И, соответственно, вряд ли он куда-то поедет. Но, опять-таки, может, приедет. А со всеми остальные статисты, с ними нечего обсуждать, нечего разговаривать. У них сказано, вот будете делать от сих и до сих. Все. Дальше шаг влево, шаг вправо, тот же Лавров, или там Рябков, или Шушера поменьше. Они не могут ничего сделать, поэтому с ними, можно поговорить, но ни о чем, что называется, да. Вот. Рубио приедет в Стамбул. Это уже хороший вариант, потому что, знаете, имея там в Стамбуле только Виткова, правда, Килок будет, вот, но Витков абсолютно такую, знаете, упадническую позицию собой представляет и позицию сдачи. Витков это тот человек, который вообще все сдал рашистам до начала переговоров. То о чем тогда говорить, если ты уже до начала переговоров все продал, все сдал, территорию сдал, все отдал, а теперь он что-то хочет говорить. Вообще непонятна роль, точнее, очень хорошо понятна роль Виткова. Будет Витков, слава богу, там будет Килок, и будет Рубио. Рубио не такой, хотел употребить слово конченый, но не буду. Вот, как Витков. Вот так вот, друзья мои. Так что он прилетит, и Трамп строит на него очень большие планы, что он встретится с Лавровым. Пускай встречаются, нам-то что. Лично я тоже особо ничего не жду от этих переговоров. Что нас всех интересовало бы, это, конечно, прекращение боевых действий, да. Вот. Но у меня такое впечатление, что Путин надеется на летнюю наступательную кампанию. Он надеется мобилизовать огромное количество чмобиков, бросить их в атаку. И совершенно неважно, сколько он там этих чмобиков положит, там 50 тысяч, 60 тысяч, 80 тысяч. Ему все равно, хоть 180 тысяч. Сколько их там, как говорится, у контрапупят, пошлют курсом русского военного корабля. Вот. Ему главное захватить еще там 3 лесопосадки. Условно говоря, как-то так. Поэтому я не вижу со стороны московитов какого-то желания сейчас проводить переговоры. Посмотрим, опять-таки. Тут опять пришла интересная очень вещь такая. Я не знаю, насколько правда, насколько неправда. Поправьте меня, кто в курсе дела. Говорят, что в Часов Яр переброшен полк, президентский полк России. Если это правда, конечно, тогда я не знаю. Они же вообще ни на что не способны. Там же по блату всех устраивают в этот полк, на срочную службу. И что они там делают, это маршируют в основном, охраняют там объекты, на которые в центре Москвы никто никогда не нападет и так далее. То есть те еще герои. Если правда, что их перебросили куда-то под Часов Яр, это просто очень замечательно. Очень занимательное, залипательное, да, действие будет. Воевать они 100% не умеют. Такое дело, ребята. То есть ждем
Ждем завтрашнего дня. Завтра 14, потом, ну вот завтра уже прояснится, кто приедет, кто не приедет. Будем видеть это, как говорится, дело. Вот, ну что, особо надежды на этих переговоры нет. Ну, если рашисты будут и дальше упираться, ну, соответственно, придется им для прояснения мозгов, как говорится, дроны заслать куда-нибудь аж за Москву туда, а может и в Москву. Ну, как-то так.